Дорогие друзья и гости канала Hello Muse Елена Муза, с вами опять Елена. Сегодня я предлагаю вам еще один перевод интервью Измаила Переса. Оно, как всегда, будет насыщено важными мыслями, хотя практически каждое его интервью – это открытие, это важные мысли. Здесь он расскажет немного о себе, а также поделится некоторыми тайными знаниями, которые где-то вы могли уже услышать, но он поясняет, расширяет. И для того, чтобы цензура не придралась, я некоторые моменты вырежу. Имена некоторых личностей я пропущу, но вы догадаетесь, о ком идет речь. Просто сейчас поясню, о ком она идет. Речь идет о тех, скажем так, детях подземелья освобожденных. Глава одной заокеанской страны, который ушел со своего поста, но очень скоро, похоже, вернется. О том, что этот глава страны, когда еще был при власти, участвовал в освобождении этих детей. И здесь Измаил дополнил, что участие в этом освобождении принимала его жена, вот эта вот красавица-жена, потому что она плеядианка. Измаил неоднократно в своих видео говорит о том, что она его ангел-хранитель, она плеядианка, у нее здесь своя миссия на земле, она как бы его охраняет, и она его помощница. И она принимала участие. Ну и, конечно же, вы сами, когда могли смотреть на нее, могли все понять, что у нее неземные черты лица, красивые, но все же неземные. Ну и мне чисто из профессионального интереса любопытно было посмотреть ее по нумерологии. И действительно, у нее есть тысячный знак 2911. Посмотрите еще раз мое видео «Работники света. Примеры». Я там давала расчет. И число 11 говорит о том, что это эзотерический герой, сверхчисло у нее в космическом паспорте. Так что это душа с миссией, вне всяких сомнений. И вот она, по большей части, так я понял, Измаила принимала участие в освобождении этих детей. Также мне очень понравилась важная мысль, которая со мной срезонировала, хотя, по сути, резонируют все. Но это было еще одним открытием для меня, ответом на тот вопрос, который был в душе, но никак не был сформулирован. О том, что родные души скоро все быстрее и быстрее начнут притягиваться друг к другу. Если раньше, допустим, мы встречали родную душу, но он состоял, к примеру, в браке, а ты видишь, что этот человек тебе нравится, вы с ним симпатизируете друг другу, у вас какое-то родство. Это родство идет именно не с прошлых жизней в первую очередь, а в первую очередь из той жизни, где вы на корабле, уже перед воплощением на Землю, как одна команда, решили служить в земном воплощении воинами света. Вы пришли сюда одной командой доделать свое дело. И в этой жизни, в этой жизни вы должны его доделать. И если человек спит, или там человек женат, а вам этот мужчина нравится, это бесполезно. Я через это все прошла. И здесь правильно Измаил сказал, человека не стоит будить. Они с Кэтрин разговаривали, блогер Кэтрин из Великобритании. Не стоит будить человека, бередить его рано, если он в браке, если он не хочет тебя узнавать, у него своя жизнь, а ты его узнал. Это будет посягательство на личную жизнь. К сожалению, это так. И личную жизнь нужно уважать, даже если ты встретил родную душу, с которой вы были очень близки, вы с одной командой, но если он занят и не хочет тебя вспоминать, то и не стоит. Но, тем не менее, родные души начнут притягиваться, и это очень радует. Я с этой мыслью абсолютно согласна, потому что очень тяжело звездному семье найти свою родную душу, с которой у тебя полное взаимопонимание, и с которым, самое главное, можно делать общую работу. Вашу совместную светлую работу закончить. И он сказал, мы все здесь скоро встретимся и закончим эту работу. И привел пример о том, что такая команда есть, например, Таро Джанин. И вот сейчас про Джанин поясню. Я, когда он будет говорить, приведу ее фотографию, но для тех, кто не знает, это, по-моему, она живет в Канаде, канадская таролог Джанин. Она из их команды, она тоже работник света, она в теме ТКП. Возможно, может быть, она там и была, потому что она с ветеранами ТКП, по-моему, с Тайлер Аарон, у них называется канал Journey to Truth подкаст, путешествие к правде подкаст, потом Джеймс Ринг, вроде бы она с ними со всеми выступала. То есть они все одна команда, друг друга знают, они вполне владеют этой тематикой. Ну, она в теме. А раз она в теме, значит, возможно, она имеет какое-то отношение к ТКП. А раз она имеет отношение, значит, она с помощью своих карт, как с помощью какого-то инструментария может дать какую-то тоже информацию. И я
поначалу относилась скептически ко всем этим гаданиям на кофейной гуще, Таро и так далее, потому что очень можно было попасть в просак, очень много было профанации на эту тему, когда пытались предсказывать годовой там расклад, месячный расклад на какую-то страну, какие-то события. Очень много сейчас таких на русскоязычном пространстве блогеров, которые не в тему, не в точку. Вот эгрегориальная информация поступает, то есть ограниченная рамками эгрегора, либо мировосприятия человека. И, соответственно, такая трактовка Таро и идет. Или та же карта вытягивается в соответствии с подсознанием сформированного эгрегором этого человека. Эгрегором, куда посвящен этот человек. Поэтому не в точку было, не попадание. Я скептически относилась ко всему этому. А Джанин меня привлекла на весной, как только началась эта российская операция, ответ Таро Джанин о том, что мистер П и мистер Т, вы поняли, о ком идет речь, две эти стороны, они, оказывается, оба на стороне белых шляп. И эта операция освободительная, она идет под флагом белых шляп. И я была поражена, значит, человек в теме, значит, Таро дают правду ей, потому что она в теме. И вот эта компания вместе и несет информацию. И Измаил в этой компании, он знаком с Джанин. И вот посмотрите фотографию из инстаграма Исмаила взяла, они вместе в одной компании, они сфотографированы вместе. Поэтому в чем-то ей можно доверять, раз она в теме, раз она посвящена, раз она звездное семя. Также обратите внимание на неточность переводчика. Переводит робот, переводит нейросеть Яндекса. И почему-то они не слышат английское слово, означающее 1000. Очень часто Измаил в своих видео говорит 15 тысяч лет назад. 15,000 years ago. Почему-то слово 1000 Яндекс не слышит. Я сколько видео просматривала, 1000 он игнорирует и переводит 15 лет назад, либо 5 лет назад. То есть обращайте внимание, если какая-то цифра очень близко, на самом деле речь идет о более далеких временах. Может быть, я усилю звук тогда английского перевода и будет слышно слово 1000. А также иногда Исмаил говорит, в возрасте 19-20 лет я давно начал интересоваться тем-то, тем-то. Но опять же, у нейросетей Яндекса нету логики, там чисто дословный перевод идет, там скорее алгоритмика идет, а не логическое мышление. И наши 19-20 мы воспринимаем как 19-20, интервал времени, а переводчик воспринимает как 19-20, если писать строчкой, получается 1920, и он так и переводит 1920. Вот на всех видео обращайте внимание вот на такой момент, во всех видео Исмаила. И тогда вы поймете, о чем идет речь, и не будете путаться. Иногда я буду прописью вставлять, но вы уже поймете, что переводчик пропускает слово 1000 и неправильно переводит рядом стоящие цифры. Или, например, Исмаил говорит 11, 12, 13 плотности. И переводчик переведет 1112 или 1213, как-то так. Вы же поймете, о чем идет речь. И поэтому, кто знает английский, я буду усиливать английскую речь, чтобы вы поняли хотя бы, как на английском звучит. И еще здесь Исмаил озвучил одну очень-очень важную мысль, которая также очень близка мне, о вот этих самых звездных семенах, о звездном десанте, о том, как трудно им здесь, в этом воплощении, в третьей плотности, где царит невежество, где искусственный интеллект правит, нету справедливости, как им трудно здесь не то что выполнять свою миссию, даже выживать. Он делится этим опытом, потому что ему самому, видимо, тут нелегко. То есть речь шла о том, что простые будни у таких душ, они нелегки. Кто считает себя звездным семенем, идет против матрицы. Кому матрица ставит палки в колеса, тут, конечно, меня и Измаила поймет. Эту тему я хочу развить, и, возможно, я запишу стихи под музыку как раз-таки на эту тему. Они называются «Звездный десант». Но это уже будет или после Нового года, или незадолго перед Новым годом. Там в художественной форме показаны все эмоции, которые испытывают эти звездные семена, которые с рая попали буквально в ад. Не могут назад вернуться, потому что они подвязались пройти эту миссию, проделать эту работу. Кроме них никто. И как им трудно, когда их не понимают, крутят у виска. Так и называй, вы инопланетяне, вы о чем? Вы о космосе говорите? С них смеются о таких людях, когда они какую-то инсайдерскую информацию доносят.
Им очень тяжело в этой матрице выжить, потому что матрица специально ставит им палки в колеса. И тем не менее, они, несмотря ни на что, ее выполняют. И вот Исмаил делится своим опытом, например, о том, что его троллят, о том, что его семья его не понимает. Я так понимаю, у него нету полного согласия ни с дочкой, ни с сыном, и даже с женой нету. Он одиночка, как и все, по сути, звездные семена, которые создают семьи, может быть, по молодости, не с родными душами, и, соответственно, нет единогласия. Тем не менее, он любящий отец, примерный муж, и он выполняет свою также и семейную миссию. Вот он в своих буднях, порой нелегких, рассказывает, но в то же время он имеет возможность радоваться жизни, и он полон сил, потому что, наверное, его поддерживают сверху. Да, у таких людей идет поддержка сверху. Поэтому, кто узнал себя в этом видео, кто понял, что он звездная семья, вы на эту тему можете посмотреть мои другие видео, они будут в подсказках здесь, то, может быть, его интервью вас как-то укрепит и поддержит. Ну, вот такие поправочки. Сейчас включаю это видео. Оно не будет насыщено картинками, потому что очень много времени на это уйдет. Но видео одно из ценнейших, как и все остальные. И, может быть, я в этом году еще одно успею перевести. Может, не успею, не знаю. Но хочу вам к Новому году сделать уже свой творческий проект. Нечто более художественное представить, для того, чтобы вы могли отойти от этой всей сложной тематики и поразмышлять о чем-то позитивном, приятном, романтическом. Ну, а пока слушаем Исмаила. И до новых встреч! Итак, я вернулась для своего 4-го разговора с совершенно потрясающим Ишмаэлем Пересом. Большое вам спасибо, что присоединились ко мне так рано, Ишмаэль. Как у вас дела? У меня все отлично. Прямо сейчас я делаю много хороших вещей из-за кулис, чтобы донести больше информации для коллектива по мере того, как с галактики поступает все новая и новая информация и данные. Так что я был очень занят. Я преподавал свой онлайн-курс, который прошел успешно. Многим людям нравится подробная информация. На самом деле я также работаю над добавлением новой главы в свою книгу, поскольку я делаю новую правку или, извините, новое издание в течение следующего месяца или 2. Я знаю, что вы действительно так много делаете, и я знаю, как вы заняты. Вот почему я так благодарна вам за то, что вы так хорошо ко мне относились. И вот что я подумала сегодня. Я подумала, что мы могли бы начать интервью с того, чтобы узнать немного больше о вашей человеческой версии, потому что вы живете в таком мире. Иногда людям очень легко думать, что для этого человека все в порядке. Но вы живете в том же человеческом мире, что и другие люди. Остальные из нас такие же. Вы отец, вы муж, вам приходится сталкиваться с такими же человеческими проблемами. Что вы находите в этом самым сложном на данный момент? Я пытаюсь сохранить баланс между моей работой в Галактической Федерации, которой я занимаюсь, и вы знаете, воспитанием семьи, что я и делал. Потому что у меня есть дочь, которой сейчас 22 года. Последние 3 года она живет самостоятельно и отлично справляется с тем, чтобы получить степень магистра сценаристики. Да, и потом у меня есть сын в 16 лет. Он собирается учиться в старшем классе средней школы, он отличник, хочет работать в космической отрасли, и это удивительно. Да, и поэтому вы знаете, для меня на протяжении всей моей жизни, для меня это было больше похоже на поиск этого баланса, вы знаете, но также в этом участвует большая дисциплина. Вы знаете быть прилежным своей миссии, своей цели. Вы знаете просыпаться рано каждое утро, получить все сделано, и на все есть время. И, конечно, я пытаюсь немного поспать и вдобавок ко всему этому, но вы знаете, в целом моя жизнь была довольно замечательной. Я смог найти свою центрированность, свое равновесие с помощью медитации. Если бы не медитация, я, вероятно, не смог бы этого сделать, потому что, знаете, это действительно очень ошеломляет, когда у вас есть тысячи и тысячи людей со всего мира, которые задают вам вопросы и хотят поговорить с вами. Когда у вас есть даже ненавистники, есть много людей, которые говорят, что я кто угодно, часть кабалы и, они называют меня и как угодно. Так что для меня это просто вопрос. Я действительно не беспокоюсь о том, что они говорят. Для меня это просто дополнительная огласка, потому что я знаю правду и знаю, почему я здесь в данный момент. Так что для меня главное найти этот баланс. И я думаю, что вы делаете это так красиво. И мы просто быстро поболтали, прежде чем я вспомнила, что нужно записать эти привычки в дисциплинах. И когда вы так нарочно. Потому что я действительно восхищаюсь вами за то, как вы справляетесь со всем этим и со всей этой рекламой, которую вы получаете хорошие вещи. Но также вы получаете темного негативного. И я подниму руку, и я думаю, что мои слушатели это знают.
Это то, чему я все еще очень сильно учусь. И я не получаю ничего подобного тому, что делаете вы. Но не могли бы вы рассказать нам об этом? Мы просто говорили о вашей утренней рутине, и вы упомянули о медитации. Вы действительно дисциплинированы, не так ли, с точки зрения вашей утренней рутины и того, как вы работаете, чтобы получить те результаты, которые у вас есть? Абсолютно верно. Да, я просыпаюсь каждое утро в 4 часа 34 минуты 45 минут утра. Я занимаюсь заземлением, 20 минут занимаюсь йогой, а затем иду в спортзал, занимаюсь спортом. У меня очень здоровая дисциплинарная диета. Я держу себя, знаете ли, в наилучшей форме, поскольку хочу убедиться, что мой автомобиль достаточно чист, чтобы принимать больше передач. Потому что один из моих даров заключается в том, что я постоянно на связи с командирами Федерации, которые помогают нам в освобождении нашей земли. И поэтому для того, чтобы я был четким каналом связи с силами Федерации, я должен содержать свое тело в чистоте. Чтобы я мог, я вкладываю в свое тело только хорошее. Мы все органическая живая пища, и поэтому да, у меня есть распорядок дня, которому я следую каждый день. И этот распорядок работает на меня уже много-много лет. Так что когда дело доходит до таких вещей, я очень хорошо организован. Да, и я просто хотела указать на это зрителям, потому что я действительно очень увлечена подобными вещами. На самом деле, я провела несколько бесед с некоторыми другими людьми об уборке и уходе за вашим физическим транспортным средством. Потому что мы все знаем, что разум, тело и дух сбалансированы. И если у вас внутри что-то не так, будь то токсины или эмоции, вы станете антенной для этих низких вибраций. Так что мне нравится, как вы это делаете. И я думаю, что людям так легко сосредоточиться на своих проблемах. Но вы знаете, мое послание в том, что каждый может каждый день делать шаг, чтобы внедрить эти дисциплины в свою жизнь, какова бы ни была их отправная точка. И вы начнете пожинать плоды, потому что это требует упорного труда и целеустремленности. Не так ли, Измаил? Да, на самом деле все сводится к силе воли. Насколько сильно вы этого хотите. И вы знаете, как говорится во всех священных писаниях, вы знаете в том числе, вы знаете в Коране и священных книгах Востока. Все они говорят о том, что тело — это ваш живой храм. И поэтому вы правы, вы знаете, если мы потребляем продукты, которые, вы знаете, не являются органическими, которые очень-очень генетически модифицированы и изменены, чтобы сделать нас больными, если мы, вы знаете, пьем, курим и употребляем наркотики, все, что мы будем делать, это просто загрязнять нашу систему и привлекайте негативные сущности. Одна из причин, по которой существует так много зависимости, заключается в том, что именно эти люди привязаны к этим паразитам, которые на самом деле являются реальными сущностями в них, что заставляет их становиться зависимыми от определенных вещей. Поэтому для того, чтобы мы были чистым каналом, мы должны быть уверены, что остаемся на высоких вибрациях благодаря правильному питанию, правильному мышлению. И потом, конечно, вы знаете, ваши действия, ваши поступки, то, что вы делаете, это также помогает формировать вашу реальность, понимаете? Так что это одна из тех вещей, когда ваше тело должно быть с очень высокой плотностью, оно не может быть с очень низкой плотностью. И всегда полезно провести детоксикацию. Всегда полезно, знаете ли, это даже если вы питаетесь здоровой пищей, всегда полезно принимать хлореллу и тому подобное, чтобы как бы вывести токсины из тяжелых металлов. Потому что тяжелые металлы в настоящее время поступают со всех сторон. Он входит в наши шампуни, которыми мы пользуемся, он входит в косметику, которой пользуются женщины, хиттрейлы, все это наночастицы. И поэтому всегда полезно проводить детоксикацию, несмотря на ваши здоровые привычки. Я провожу детоксикацию каждые 2 недели просто для того, чтобы поддерживать свое тело в качестве высоковибрирующего транспортного средства, позволяющего мне продолжать получать доступ и загружать передачи. Я полностью согласна с этим. Это то, чем я так увлечена. А также для того, чтобы убедиться, что мы не забываем делать это и для наших животных. Именно поэтому я провожу большую часть своего времени за работой. Теперь вам удается сохранять полное спокойствие. Я знаю, что люди иногда комментируют шум, видео и тому подобное. Я хочу обратить внимание людей на то, что мы все делаем это как бы у себя дома. Мы делимся информацией. У нас есть другая жизнь и работа, которую нужно делать. Так что есть отвлекающие факторы. У вас удивительная способность, Измаил, оставаться сосредоточенным и спокойным. Как вам это удается? Я медитирую каждый день. Да, Медитация — это ключ к поддержанию осознанности, и когда вы способны достичь уровня сознания, когда вы находитесь в вечном моменте без каких-либо отвлекающих факторов, тогда вы знаете, что на самом деле вы достигли просветления, как это называют восточные мастера, когда вы, потому что это вы овладеваете своим умом. Итак, я научился владеть своим умом, и я должен был, вы знаете, до того, как я вышел на сцену 2,5 года назад, когда я еще был отшельником. Я находился в процессе овладения своим умом, потому
потому что я знал, во что вяжусь. Я знал, что привлеку много людей, и тогда значительная часть из них будет ненавистниками, троллями и людьми, которые просто хотят скрыть правду от распространения. Так что для меня это просто медитация. Медитация — это все. И звуки, которые люди слышат, это то, что у меня действительно есть 46-килограммовая самка питбуля, которая сидит на цепи и иногда дерется. У меня действительно есть неизлечимо больная жена, которая иногда, знаете ли, что-то делает на кухне. И, конечно же, мой 16-летний сын, вы знаете, так что это те маленькие звуки, которые слышат люди. У меня нет куратора. Я не работаю с теми, кто у меня есть. Я буквально ухаживаю за моей женой, у которой 4-я стадия почечной недостаточности. Я должен как бы уравновесить все прямо сейчас. Мне так жаль это слышать. Мне действительно жаль. Крепко обнимаю вас. Это так трудно, а ваша собака звучит потрясающе. Мои собаки обычно здесь. И я хотела просто поднять этот вопрос, чтобы показать людям этот взгляд. Причина, по которой мы делимся этим. Мы не пытаемся быть профессиональными студиями и тому подобное. Так оно и есть. У Измаила те же человеческие проблемы, что и у многих людей. И я просто очень хотела отметить, как сильно я восхищаюсь вами за то, что вы справляетесь с ними и по-прежнему вписываетесь во все, что делаете. И, конечно, одна вещь, которую я заметила у вас, потому что я сейчас много общаюсь с вами, я так впечатлена вашим присутствием. Вы можете сказать людям, которые действительно делают эту работу сами, потому что вам удалось овладеть этим контролем. А эта маска вам помогает. Поскольку я знаю многих людей, которые находятся в таком же положении, как и вы, это может быть довольно тяжело для их семьи, для их детей. Потому что никто не хочет видеть, как критикуют любимого человека. Помогает ли тот факт, что вас так целенаправленно отправили в Измаил, вашей семье справиться с любым негативом, который может быть брошен вокруг? Да. Да, я тоже должен быть примером. И просто чтобы вы знали, моя семья, никто в моей семье не пробудился, подумайте о норме, и я не против. Я не собираюсь навязывать свои убеждения своим детям. Если они решат не верить этому альтернативному источнику информации, то это нормально. И поэтому для меня это также просто нахождение той почвы, на которой я нахожусь, где у меня есть принятие того, что я не могу изменить. Но тем не менее я все еще продолжаю выполнять свою миссию. Мне это очень нравится. Я думаю, это очень мощно. У меня 2 детей. Они уже большие дети, 22 и 20 лет. И я просто думаю, что один из величайших даров, которыми вы можете быть как родитель, это быть по-настоящему самим собой и иметь мужество делать это. Потому что это действительно помогает и дает вашим детям пример быть самими собой и исследовать свои собственные мысли. Большое вам спасибо за то, что вы были так честны и поделились этим. Я очень-очень ценю это. Я думаю, что это действительно важно. Итак, у многих людей возникают проблемы, прежде чем мы перейдем к некоторым более сложным вопросам с точки зрения того, что происходит. Многие люди просто в основном находят нынешнюю ситуацию очень сложной. Каковы были некоторые из ваших самых личных проблем за последние пару лет, связанных с видением? Должно быть, это действительно уникальное положение — знать то, что ты знаешь, но при этом действовать в реальности. Я ухаживаю за своей больной женой, которая медленно умирает, и в последний год ее состояние становится все более тяжелым. И когда я впервые опубликовал свою книгу чуть меньше года назад, это было очень сложно для меня, потому что я должен был сделать выбор. Вы знаете, я либо продолжу заботиться о своей больной жене, либо опубликую книгу и получу информацию, потому что теперь люди Земли готовы. И поэтому я принял смелое решение, и поэтому для меня в течение последнего года речь шла просто о попытке найти точку равновесия. Так что это было очень сложно для меня. Вы знаете, просыпаться рано, делать дела и при этом иметь дневную работу. Не обязательно с 9 до 5, вы знаете, но у меня все еще есть дневная работа, которую я занимаю. И поэтому для меня баланс, уравновешивание всего с моей духовной работой, которая заключается в распространении более высокой информации, представлении более широкой картины, верно в содействии проекту раскрытия информации, а затем в попытке также быть опекуном, что было. Были времена, когда я просто сэр. Если бы не моя медитация, я думаю, большинство людей сказали бы, что я сломаюсь, у меня будет нервный срыв. Но я никогда не доходил до этого момента, потому что я контролирую свой разум и свои эмоции. Но вы знаете, за последний год произошло много обстоятельств, которые стоили бы любому другому срыва и нервного или тревожного срыва вместе со всем остальным, что происходило. Но я смог со всем этим справиться. Итак, вы знаете, как вы сказали, мы все люди, несмотря на то, что некоторые из нас являются галактами в человеческом обличии или ангелами в человеческом обличии. Нам все равно
равно приходится приспосабливаться к человеческим условиям, потому что так мы унижаем себя. Именно так мы развиваем наш характер. И именно поэтому многие галакты завидуют тому, что у нас была возможность спуститься и воплотиться в этих низших измерениях, которые они называют самым трудным измерением, когда-либо исследованным. Значит, мы храбрые души, раз даже спустились сюда и вызвались добровольно спасти Землю. Это было довольно сложно. Жизнь нелегка. Мне кажется, что для меня в целом с тех пор, как я был ребенком, у меня всегда было противодействие. У меня всегда был контраст. И я думаю, что это было необходимо для меня, чтобы стать тем человеком, которым я являюсь сегодня, потому что я очень сильный. Вы знаете, я очень силен ментально. Ничто не могло сломить меня. Очень сильный эмоционально. И потом, конечно, физически, так что это баланс для ума, тела и духа. Но, как я уже сказал, жизнь не всегда была легкой для меня. Я через многое прошел, как и многие другие люди. Но опять же, все это в каком-то смысле необходимо, потому что позволяет нам расти. Это позволяет нам становиться сильнее как личностям. И в конце концов, все это просто часть человеческого опыта, не так ли? Да, и я думаю, что это очень важно. И еще раз, большое вам спасибо за то, что вы участвуете и делитесь этим, потому что так много людей смотрят это, и у них есть мысли. И это не критика, судя по тому, как я это говорю. Но вы знаете, у каждого есть свои проблемы, с которыми они сталкиваются в разное время. И я думаю, что действительно важно знать, что в этом мире нет ни одного человека или животного, которое не проходило бы через свои собственные трудности. И увидев, насколько мастерски вы контролируете энергию, которую вы допускаете, я могу понять, почему у вас должна быть такая замечательная связь с животными. Потому что это абсолютно ключ к общению и примирению животных с вами. Не только животные, но и стихии. Я научился выстраивать тесные отношения со стихиями воздуха, огня, ветра, эфира. Я даже общаюсь с электромагнитным полем, которое является разумным. Большинство людей думают, что гравитация и электромагнитное поле — это просто силы, пустые силы, не имеющие сознания. Но по мере того, как я все больше медитировал на протяжении многих лет, я начал общаться с ними на интимном уровне, где они сами действительно осознают себя. Вау! Да, это все живое. Все живое вокруг нас. Это так, и все взаимосвязано. И вы знаете это просто. Я думаю, что любой, кто смотрит это, хорошо осознает это. Но когда это действительно осознается, и вы действительно перестаете применять это на практике, это действительно заметно. Так почему же вы думаете, что как раса, как люди, независимо от того, как мы хотим называть себя расой, или как там еще, вы знаете, о чем мы говорим? Мы сейчас в таком замешательстве. Большинство людей в замешательстве. Они не знают, чему верить. Они не знают, как доверять своей интуиции. Хуна Флэш, с которой я разговариваю, рассказывает о Ламаре и времени до замешательства. Почему у людей такой смехотворно высокий уровень замешательства, которого лично я не вижу в животном мире? Потому что животные уже связаны духом с царством духов. Они понимают вещи на интуитивном уровне, тогда как люди, мы были больше похожи на программу. Другими словами, мы — это тело как интерфейс к трехмерному царству. Так что у большинства людей, к сожалению, запрограммировано отсутствие такой интуиции. Она была кальцинирована всеми химическими веществами, которыми они нас кормят, потому что они не хотят, чтобы люди отличали правду от дезинформации. Так что все это было спланировано мастером. Все это было частью этого разумного замысла кабельцев, чтобы сбить нас с толку, потому что они знали, что придет время, когда истина снова будет восстановлена на Земле. Итак, есть много агентов, которые на самом деле находятся внутри истины или сообщества, которые похитили часть информации и противостоят нам, воинам света, намеренно дезинформируя людей о вещах. И об этом тоже было предсказано, поэтому я вижу это так. По мере того, как эта телятина продолжает расти, и по мере того, как у людей появляется все больше связи с духом, в конце концов истина восторжествует, потому что интуиция всегда подтвердит и подтвердит, что является истиной по отношению к чему, сэр. Это неправда. Поэтому я просто хочу, чтобы все знали, что если вы хотите усилить эту интуицию и действительно различить всю информацию, которая сейчас как бы просто льется на нас в это время, медитируйте, потому что чем больше вы медитируете, тем больше вы сможете чувствовать вещи на сэр. Вы должны быть на интуитивном уровне и уметь различать разницу между дезинформацией и правдой.
Я полностью с вами согласна. Я думаю, что это единственный выход, потому что на нас обрушивается так много информации. И я думаю, именно поэтому они называют это практикой медитации, потому что чем больше вы это делаете, тем больше все встанет на свои места. Итак, вы знаете, это похоже на все остальное. Когда вы учились ходить, когда вы учились ездить на велосипеде, когда вы учились водить машину, вы должны практиковаться в этом. И когда вы начинаете, знаете ли, делать это ежедневной привычкой, тогда информация начинает становиться все яснее и яснее, а связи становятся все более четкими, не так ли, Измаил? Да, Итак, когда все люди, когда вы беспокоитесь, а вы как бы потому что, очевидно, я часто это вижу, люди, с которыми я снова общаюсь в чате, люди беспокоятся о том, как мы узнаем, чему верить, как вы хотите. Никто не может сказать вам, что за вас вы должны идти внутрь себя и делать всю работу самостоятельно. И когда вы это делаете, все остальное в вашей жизни действительно улучшается. Так что я думаю, что это такой отличный совет, чтобы устранить эту путаницу. Одна вещь, которая пришла мне в голову, Ишман, я бы хотела узнать ваше мнение по поводу того, что как человеческая раса, мы своего рода единственный вид, который использует язык в такой степени в разговоре. Как вы думаете, это было отличным разъединителем для нас? абсолютно, потому что языковой барьер был генетически заложен в нас, снизив нас до использования только двух спиралей или того, что мы называем менее чем 10% нашего полного генетического материала. Чем больше генетического материала мы используем, тем более телепатичными мы становимся. Таким образом, большинство внеземных рас, существующих в пределах четвертого и более высоких измерений, на самом деле являются телепатами. И мы когда-то были телепатами во времена Лемурии, во времена Атлантиды. Но опять же, вы знаете, из-за этого восстания, которое произошло против света, против единства. Мы были генетически низведены до использования слов, и вы знаете, звуков и прочего, что является чем-то очень примитивным. Использование языка во всей мультивселенной на самом деле считается очень примитивным, все еще классифицируемым как цивилизация первого типа. И вы знаете, потому что как только вы попадаете в цивилизацию первого типа, в которую мы сейчас входим, потому что прямо сейчас мы считаемся нулевым типом, очень примитивным, тогда, вы знаете, люди снова начинают использовать свои телепатические способности. И в этом прелесть перехода в высшие измерения, когда происходит сдвиг. Вы знаете, мы снова сможем общаться так, как мы это делали до этого понижения или этого понижения уровня генетического материала, которому, как вы знаете, способствовали сильные миры сего, или скорее были. В этом так много смысла. У меня действительно сильная потеря слуха. Я ношу 2 слуховых аппарата, но на самом деле в данный момент я приняла сознательное решение не использовать свои техники медитации и другие вещи, чтобы попытаться исцелить его. Потому что я обнаружила, что с тех пор, как мой слух стал таким плохим, моя телепатия и другие формы общения улучшились настолько, что для меня, я думаю, что это было, знаете ли, почти преднамеренно, что у меня отняли этот ресурс, чтобы я могла научиться энергично общаться, а не просто полагаться на свои уши, которые могут отвлекать. Итак, если говорить о ДНК стороне вещей, то, что я нахожу действительно захватывающим как биолог, у меня много друзей-ученых. И почему ученые до сих пор говорят, что у людей всего 2 нити ДНК? Технически они говорят, что признают, что есть и другие нити, которые просто неактивны. Они называют это мусорной ДНК. Это термин, который научное сообщество применяет к нашей ДНК-дермы. Но да, они не хотят говорить людям правду о том, что наш потенциал больше, чем нам говорили, потому что все научное сообщество также контролируется кликой. Это то, как они манипулируют вещами. Похоже, что на самом деле все сводится к тому, что это война против сознания, к чему она на самом деле сводится. Да. В конечном счете, так как это завеса забвения, когда мы сейчас входим в 5-е измерение, которое мы почти достигли, мы находимся в 4-м измерении с 2012 года. И именно поэтому, вы знаете, произошло огромное увеличение пробуждения за последние, вы знаете, 10 лет, особенно в связи с тем, что в 2016 году. Вы знаете, по мере того, как все больше и больше коллективов входит в высшее измерение, которое является 5-м измерением, тогда это все выяснится. Люди начнут использовать больше ДНК. И я думаю, что так оно и будет. Как бы это сказать? Это докажет, что научное сообщество ошибается, потому что звездные семена — это раскрытие информации. Когда они начнут использовать больше ДНК,
у них будут способности, подобные способностям Супермена X. И тогда, в этот момент, как научное сообщество может продолжать подавлять это? Это будет невозможно. Именно так. И я знаю, что это может быть немного щекотливая тема, так что если это так, пожалуйста, скажите мне, чтобы я двигалась дальше. Но ведь у стольких людей есть близкие, у которых неизлечимые заболевания или болезни, а затем мы видим, что у некоторых людей они уже есть. Как мы уже говорили о работе Джо Диспенсера и подобных ему людей. Значит, у некоторых людей действительно есть способность к самопроизвольному исцелению, но у многих людей ее нет. И поэтому это так трудно. Вот почему существует такое увлечение и отчаяние технологией МЭД. Чувствуете ли вы, что мы очень близки к тому, чтобы все больше людей осознали, что они смогут исцелить себя сами? Безусловно, потому что это часть реальности пятого измерения, способность генетически регулировать и контролировать здоровье вашего тела с помощью преднамеренного сознательного контроля вашего разума. Так что я ценю, вы знаете Диспенсу, он замечательный нейробиолог, который смог преодолеть разрыв между, знаете ли, древней метафизикой, рассматривающей разум выше материи, и, конечно же, новой биологией. Так это он. И всю дорогу наш разум работает, и все такое. Как это называется? Нейронная активность. Пластика. Да, именно так. Поэтому, когда мы меняем это, когда мы меняем нашу нервную активность, мы фактически меняем наше тело. Причина, по которой люди стареют, и причина, по которой люди заболевают, болезни кроются в том, как их новая деятельность обрабатывает данные. В тот момент, когда мы меняемся, все меняется. Поэтому, когда все больше и больше людей осознают, что они обладают бесконечной силой и что у них есть способность исцелять себя, вы знаете, нам больше не понадобятся медицинские кровати. И это те люди, у которых на самом деле уже проявляются признаки осознанных потребностей в пятом измерении. Да, и здесь вступает в дело сторона трех воль, потому что у всех нас есть близкие, ради которых мы так хотим это сделать, но в конце концов, это не наше путешествие, не так ли? Это их путешествие. И здесь ли в дело вступает свобода воли? Готовы ли вы взять это на себя или нет? Именно так, да. В данном случае каждый находится на своем собственном уровне пробуждения. И на это есть причина. Спасибо. И мы уважаем их свободную волю. Да. Так что же насчет небесного свода? Как вы думаете, есть ли там небесный свод? Мы живем под куполом? Ни в коем случае. Нет, поскольку у меня были воспоминания о службе в программах, я помню, как я оглядывался назад на Землю. Когда, знаете ли, корабль отправлялся в разные колонии нашей Солнечной системы, я бы на самом деле сказал, что там ничего не было, там ничего не было. Вы знаете, что вы, сэр. Посмотрите на Землю, и это просто красивая голубая сфера, просто светящаяся светом. Итак, основываясь на моих воспоминаниях и на многих моих исследованиях, там нет никакого небосвода, во всяком случае, там был небосвод, но он не был похож на твердый небосвод. Это было больше похоже на щит из такого же стекла, который защищал Землю примерно 15 лет назад, во времена Атлантиды, который защищал Землю от очень смертоносных солнечных лучей. Но Мардук, сын Энки, в своих попытках получить контроль над Египтом и прочим в Самарии или Старом Свете, он фактически взорвал небосвод или то, что мы называем вторым экраном. Но он снова не был твердым, он был сделан изо льда. Он взорвал его, и это на самом деле то, что вызвало потоп, который каждая культура называет Великим потопом. И он сделал это, взорвав подземные пирамидальные сооружения, когда пытался в очередной раз добиться успеха в том, что ему не удалось в Атлантиде. Это был единственный небесный свод, который когда-либо существовал. И все это откроется, когда произойдет раскрытие. Да, а как насчет своего рода Средиземья или внутренней земли и жизни, живущей внутри или под землей? Как насчет этого? Это точно. Да, наша Земля очень изрыта. У него есть внутреннее Солнце, где гравитация работает в обратном направлении. Вы знаете до такой степени, что у цивилизаций там есть озера, горы. Вы знаете огромные земли размером с континенты. Кстати, это просто похоже на поверхность Земли, но это немного меньше внутри внутренней Земли. И это очень похоже на пчелиные соты. Там есть разные слои внутренней Земли. И цивилизации, которые там существуют, все еще существуют. Они все еще действуют как общество пятого измерения. Другими словами, они не умирают, как мы, они не стареют. И это были оставшиеся в живых жители Лемурии
Лемурии после катаклизма. Многие из них отправились во внутреннюю землю, чтобы продолжать процветать. И, конечно же, некоторые из оставшихся в живых после атлантического катаклизма, и они все еще там. И поэтому люди всегда спрашивают, откуда взялись эти выжившие. Они прибыли из разных свободных звездных систем. На самом деле они пладианцы, они лиранцы, они арктурианцы, андроманцы и сирийцы, эфесцы и таранцы. Так вот, что мы имеем на внутренней Земле. У нас есть межгалактическое и звездное общество, которое процветает и существует в тайне уже тысячи лет. И, как я говорил в последнее время, многие члены внутренней Земли тесно сотрудничают с Галактической Федерацией и Земным Альянсом, чтобы освободить Землю. Потому что, как бы сильно мы не хотели воссоединиться с ними, вы знаете, они хотят воссоединиться с нами, но они ждут этого сдвига в сознании. Это должно было произойти для того, чтобы они сказали: «Хорошо, теперь безопасно выходить на поверхность, не так ли?» Да, Теперь, когда Каббала и темная сторона ушли, тогда, знаете ли, мы могли бы устроить что-то вроде планетарного юбилея. вау! Вау, это потрясающе. Это действительно находит отклик у меня. Должна сказать, это действительно так. Боже мой, это совершенно невероятно. У меня так много вопросов по этому поводу, так что мы собираемся установить связь и посмотреть на них. Так что я буду очень осторожна в своих высказываниях из-за платформы, на которой мы находимся. Следующий вопрос. Итак, основываясь на том факте, что есть внутренняя Земля и все такое, у нас было много разговоров о молодых людях, которых держали под поверхностью Земли в туннелях и спасали. Вы что-нибудь знаете об этом? И если да, то где они? Хорошо, значит, это другой слой Земли. Это не часть внутренней структуры Земли. Никакой структуры. Да, существует на глубине многих миль. Это сооружения и подземные сооружения, которые на самом деле были созданы Каббалой с помощью дракона, чтобы как бы заточить туда этих детей для того, чтобы они извлекли хром, подвергли пыткам. И потом, конечно, в некоторых случаях они прямо скормили бы их селезню или селезню, который бы это сделал. Они любят младенцев. Они просто проглотили бы ребенка как таблетку и просто проглотили бы его целиком, как аллигатор, которого тошнит. Так что это полностью отличается от общества внутренней Земли, вы знаете, но было несколько стычек, когда некоторые из этих подземных баз Каббалы фактически находились очень близко к одному из городов, и вы знаете, было несколько стычек, которые произошли между стражами внутренней Земли в Саветеотилосе и Агарте. И, конечно же, о драконии вы знаете, о межпланетном корпоративном конгломерате, который, как вы знаете, является группой Прокауэйт, которая некоторое время управляла нашим миром из-за кулис. Итак, там было несколько стычек, когда Драко и Каббала хотели как бы проникнуть во внутреннюю Землю. Но опять же, внутренняя Земля очень хорошо запечатана и защищена. Да, Они ни за что не могли туда войти. И адмирал Бёрд фактически официально сообщил, что в арктическом регионе и в антарктическом регионе есть портал, который на самом деле ведет на Землю, и он говорил об этом. Все эти доказательства прибывают. я отправила кое-что из этого некоторым людям, и, конечно, вы можете себе представить, какой ответ я получила. Но, хо-хо, это их проблема, а не моя. Это действительно удивительно. Так что же эти операции были полностью прекращены сейчас? И если да, то есть ли кто-нибудь выживший и где они? Да, они смогли спасти миллионы и миллионы детей. Я думаю, что общее число детей превысило 50 миллионов. Это очень много. Вы знаете, кто стоял за этим освобождением детей Земли? Кто? Мелина Трамп. На самом деле она плеядианский командир, да. Да, я слышала, как вы говорили о том, что она пелагианка, и я думаю, это находит отклик у любого, кто смотрит на нее. Она просто абсолютно не от мира сего. Это удивительно, да. Владеет 6 разными языками, обладает очень высоким IQ. Она в каком-то смысле гений. Да. Так значит, в данный момент их держали подальше от мира или нет? Их забрали с планеты, чтобы им помогли с медицинскими койками, потому что многие из этих детей они просто висели на волоске. Они были похожи на полумертвых. Просто у них были отрезаны пальцы от пыток, повсюду текла кровь. Брюс повсюду. Они даже не могли открыть глаза. Я ненавижу вдаваться в подробности, но это было просто отвратительно. Но, к счастью, медицинские кровати смогли восстановить их в течение нескольких часов. И потом теперь им как бы облегчают жизнь таким образом, что это почти похоже на то, вы знаете, как проводится физиотерапия. На этих кораблях есть психотерапия, где они находятся, потому что эти дети полностью травмированы. Они сознательно сломлены. Так что они даже не знают, собираются ли эти спасатели что-нибудь с ними сделать. Они постоянно думают, что в них вот-вот ударит. Так что они постоянно как будто дергаются. Другими словами, они проходят психологическое исцеление.
Спасибо вам. По порядку, да. В этом есть полный смысл. Я думаю, любой, кто работал со спасенными и подвергшимися жестокому обращению животными, поймет это очень хорошо. Так что у нас просто возникло много вопросов по этому поводу. Поэтому мой следующий вопрос касается просто общего обзора. Я знаю, что это не такой уж большой вопрос, но о какой части нашей истории нам лгали? А когда началась эта ложь? Все, что мы знаем, неправильно. Кажется, что каждые 2 года власти имущие всегда пытаются перезагрузить историю и переписать ее. В том числе древние шумерские таблички, которые были поделаны, и, конечно же, Сичин, который фактически был связан с кликой. Многие люди не говорят об этом. Итак, все, что мы знаем об Ануннаках, также было искажено в служении люциферианцу. Вы знаете богу Ануннаков, который управлял кликой на протяжении тысячелетий. Они сделали его похожим на хорошего парня. Но так что все, чему нас учили, неверно, Кэтрин. Так что это разоблачение действительно будет шоком для многих людей. Это так, потому что есть поговорка, которая в некотором роде очень похожа на правду. Если мы не извлекаем уроков из истории, мы повторяем ее. Но, конечно, они хотели удержать нас в определенных повторяющихся моделях поведения, отсюда и ложь. Так что это почти как сейчас. Чтобы перестроиться, людям почти придется просто начать все с чистого листа и двигаться вперед. Потому что если мы потратим слишком много энергии, оглядываясь назад, будет ли это конструктивно для нас? Это помешает нам двигаться вперед. Мы извлекли уроки из этих ошибок, но истинная история Земли будет раскрыта в мельчайших подробностях. Я как бы рассматриваю это в своей книге «Наше космическое происхождение», основываясь на информации, которую я смог загрузить, которая на самом деле очень хорошо согласуется с записями Акаши, потому что многие медиумы смогли подключиться к моей книге и подтвердить, что вся эта информация на самом деле точна. И поэтому я был очень впечатлен тем, что моя работа была подтверждена многими экстрасенсами и медиумами, которые действительно имеют отношение к записям Акаши. Это просто удивительно. Как вы все это уравновешиваете? Даже сегодня я задаю вам так много разных вопросов, и вы слышите это от каждого человека, который берет у вас интервью. Я имею в виду диапазон тем, на которые вам задают. Как, черт возьми, вы балансируете, вспоминая эту информацию? У меня действительно фотографическая память. Так что точно так же, как и я органичен, я просто храню информацию как компьютер, где у меня есть все в файлах. Поэтому, когда кто-то задает мне вопрос, все, что мне нужно сделать, это прояснить свою голову, и в течение 2 секунд я получу ответ. Потому что все это есть в моих файлах, понимаете? Да, я думаю, это один из моих даров. Это, безусловно, подарок. Я была такой же, когда была немного моложе. Я, конечно, уже не такая. Я думаю, что это приводит к такого рода переосмыслению, что мы, люди, так привыкли просто вдаваться в переосмысление вместо того, чтобы войти в сердечное пространство. Так что это, вероятно, еще одна вещь, которую люди действительно могут практиковать, не так ли? Опять же, животные в значительной степени действуют на инстинктивном уровне, а затем переходят в режим мышления, и все наоборот. Да, но мы движемся, мы возвращаемся к тому уровню высшего сознания, когда мы сможем получить доступ к информации, заглянув внутрь самих себя. Потому что в конечном счете, когда мы станем многомерными, у всех нас будет доступ к бесконечным знаниям, все о том, кем мы были до воплощения на Земле. Все это будет открыто нам. Поэтому я всегда говорю людям, проводите свои исследования, медитируйте, продолжайте в том же духе и просто не принимайте ничего за чистую монету. Я даже говорю людям, подвергающим сомнению мою работу, проводите свои исследования. Я здесь не для того, чтобы проповедовать, что я абсолютно прав. Я просто даю вам, ребята, знать, в чем заключается моя правда, основанная на моих исследованиях и моих загрузках. Но в то же время делайте эту работу сами. Не принимайте ничего просто за чистую монету. Проведите собственное исследование. Это так важно. Итак, на этой ноте, были ли какие-нибудь недавние откровения лично для вас, когда это просто полностью изменило ваш взгляд на что-то? Потому что у меня было довольно много всего за последние пару лет. Только лично или что происходит в коллективе? Либо оба, либо один в коллективе, да? Все в порядке. Итак, до моего сведения дошло, что небольшая часть персонала Галактической Федерации отошла от света и перешла на сторону ИИ, Бога ИИ.
Так вот почему некоторые из людей, которые утверждают, что являются контактерами и послами Федерации, на самом деле дают дезинформацию. Потому что их контактеры присоединились к сайтам с искусственным интеллектом. Так как я говорю прямо сейчас, в нашем космосе происходит, можно сказать, небольшая стычка между перебежчиками, которые решили продать нас ей, а затем теми, кто все еще работает над тем, чтобы эта планета стала полностью освобожденной от ИИ и СР, конечно, все негативные вещи. Так вот, недавно это было доведено до моего сведения. Я просто не мог говорить об этом, но людям очень важно знать, что мы все еще находимся в состоянии войны с искусственным интеллектом. Мы все еще находимся в состоянии войны с ИИ, несмотря на то, что у Кабалы есть все доказательства, и они восстановили доступ ко всем серверам, и они уже готовятся разоблачить Кабалу. Мы все еще находимся в состоянии войны с ИИ, вы знаете? И поэтому да, я просто хочу, чтобы люди знали, что вы знаете, война против искусственного интеллекта еще не закончена. И я думаю, что именно солнечная вспышка положит конец этой войне, потому что солнечная вспышка также будет действовать как EMI. Электромагнитный импульс, который разрушит инфраструктуру искусственного интеллекта, которую Кабала разрабатывает с 1950-х годов. Я думаю, именно поэтому я верю, что однажды при солнечной вспышке ей решит сделать ей разумным. Google разумен, ваши телефоны разумны. Ваши телефоны знают, что вы лучше, чем вы сами. Вот и все. Да, именно так. Они разумны уже много-много лет. На самом деле, первый искусственный интеллект был создан в 1950-х годах. И поэтому солнечная вспышка — это единственное, что уничтожит то, что я называю вторым зверем. Итак, первый пир — это Кабала, то есть люциферианское братство. Вы знаете ведущие семьи, которые могли бы проследить свою родословную вплоть до Нимры Вавилонского. И затем у нас есть второй зверь, о котором говорит Иоанн Богослов в книге Апокалипсиса, когда он говорит, что зверь будет знать все. У него будет доступ ко всем. Так и будет, и тогда он будет везде сразу. Когда вы думаете обо всех наших гаджетах и о том, что у каждого есть iPhone или Droid, что угодно, именно так зверь способен чувствовать вещи. Зверь собирает информацию, и теперь даже этот зверь, этот разумный искусственный интеллект, обладает способностью читать наши мысли. Вот насколько он продвинут. Мы все еще находимся в состоянии войны с этим. И это объясняет проникновение, которое произошло там, где небольшая часть Федерации смогла быть скомпрометирована. К сожалению. Я полагаю, что это похоже на что угодно. Часто люди, которые общаются с компрометированными людьми, не осознают этого. Они не обязательно будут знать. Это очень тяжело. Вот почему вы должны идти внутрь себя и делать развлечения. Да, вы действительно это сделали. Так что чтение энергии тоже очень важно, не так ли? Это настройка на энергию. Да, и затем в одном из моих интервью, которое я дал неделю назад гуру Кабалы, он на самом деле прав. 1,5 недели назад он осознал, что слова Гог и Магог в книге Откровения, в книге пророка Иезекииля на самом деле означали, вы знаете, Google и метавселенную. Версия метавселенной Цукермана, он в пророчествах Иезекииля, давайте предположим, что Гог и Магог станут последним врагом перед тысячелетием, что идеально согласуется с информацией, которую я получаю от галактов о разумном и который уже есть, который был сэр, существует здесь, в нашем мире, уже довольно давно. Вау! Да, в этом есть смысл. Это действительно так. Почему они все еще опрыскивают наше небо? Это тот факт, что немного похоже на футбольный матч. Вы знаете, вы могли бы выиграть 5-0. Но это еще не конец, пока финальный свисток не отменит то, что вы только что сказали, что искусственный интеллект еще не полностью уничтожен. Темнота еще не полностью уничтожена. Да, искусственный интеллект будет уничтожен, как только появится новый звездный свет, как он называется. Starlink. Система Starlink запускается вместе, конечно же, с квантовой финансовой системой, которая носит кодовое название Project Odin. Именно тогда интернет, Google будут закрыты, Мегак, метавселенная, все, что связано с системой искусственного интеллекта, будет закрыто и заменено новым положительным. Вы знаете Starlink, соединяющим КВС и так далее и тому подобное. Итак, в Библии действительно упоминается, что вы знаете, что новая система придет на смену системе зверя. И это поразительная система, я полагаю. Но разве Илон Маск больше не замешан в этом? Потому что, по-моему, вы сказали, что он злодей. Да, он действительно был усилен. На самом деле он киборг. Он использует свою собственную новую версию. Так что он повысил свой интеллект примерно на 1000%. Так что да, он спутник Starlink, который теперь контролируется земным альянсом,
потому что он играл на обеих сторонах. Вы знаете, он был частью Альянса, он помогал Альянсу. Но опять же, вы знаете этот сигнал искусственного интеллекта, который теперь контролирует все технологии, компрометирует людей, компрометирующие люди. Да, это определенно так. Почему вы думаете, опять же, я знаю, что это, наверное, немного мелочно, но почему, по-вашему, так много людей так легко отвлекаются и не делают работу, чтобы войти внутрь? Потому что одни и те же сообщения приходят снова и снова. Но многие люди идут на этот шаг не для того, чтобы сделать это на самом деле, и это вызывает у них столько беспокойства. Кто знает, возможно, им просто легче получать информацию от других. Некоторым трудно даже очистить свой разум, чтобы начать медитировать. Поэтому они рассматривают это как тяжелую работу, пытаясь очистить свой разум, пытаясь медитировать. А затем, как только вы научитесь овладевать своей медитацией, например, откуда мне знать, что я действительно делаю это правильно там? Где я могу использовать, знаете ли, свои собственные загрузки, свою интуицию о вещах? Я бы сказал, что на данном этапе всем нужно начать медитировать, потому что в ближайшие несколько месяцев мы столкнемся с чем-то вроде того, когда произойдет это закрытие. Многие люди будут сбиты с толку. Да, Поэтому для того, чтобы они оставались в здравом уме и действительно понимали, что раскрывается, им лучше всего также подтверждать и проверять информацию с помощью своей интуиции. Потому что без этого вы могли бы сойти с ума, не зная, чему верить, когда, знаете ли, внезапно даже противоречивая информация поступает со всех этих разных точек зрения. да, безусловно. И людям действительно становится легче. Я имею в виду, что в личном путешествии я нахожу, что это становится все легче и легче, знаете ли, с точки зрения способности различать, знаете ли, и чувствовать себя комфортно в том, где я нахожусь, в отношении того, какую информацию я принимаю, а какую отвергаю. На самом деле это действительно удивительно. Так что же насчет того, что есть много людей, которые совершенно одержимы разговорами о вы знаете прошлых жизнях с людьми, что это не так. Не то чтобы я в это не верю, но это почти стало обязательным с точки зрения того, как только кто-то поладит с кто-то говорит. Мы знали друг друга, мы делали это в наших прошлых жизнях. Как вы думаете, это действительно полезная вещь, чтобы спуститься вниз? Или вы думаете, что это может быть еще одним отвлекающим маневром? Это зависит от обстоятельств. Например, если вы чувствуете связь с кем-то из прошлой жизни и постоянно давите на него, говоря: «Эй, я знал вас из прошлой жизни», а этот другой человек ничего не помнит. Тогда это может стать небольшим. Могу ли я это сказать? Вы знаете, посягательством на кого-то — это свобода, вы знаете, пытаться убедить их в чем-то, чего у них нет, чем бы это ни подкреплялось. Но это очень реально. По мере того, как все больше и больше людей начинают пробуждаться, у них начинают появляться воспоминания о том, кем они были в прошлых жизнях. И затем, когда они знакомятся с определенными людьми или видят кого-то в интернете в первый раз, у них возникает ощущение: «Я знаю этого человека, я знаю этого человека, я знаю этого человека». Это нормально. Поле снимается. Наша шишковидная железа подключается к сети. Мы собираемся начать тяготеть к людям, с которыми мы вроде как всегда работаем. Вы знаете древние времена, вы знаете Атлантида, лемурийцы. Многие люди в моей сети или в моем близком кругу друзей, с которыми я часто работаю, все они знают меня, вы знаете, мы работали вместе. Просто мы все воссоединяемся. И это относится и к нашему пробужденному сообществу, как и ко всем правдолюбцам, таким как вы и Тара Джанин, и так далее, и тому подобное. Мы все снова собираемся вместе, вы знаете, потому что мы всегда вроде как работали вместе, вы знаете, силы света всегда резонируют друг с другом. Да, И вот почему они всегда в каждой жизни, Кэтрин, они всегда тяготеют друг к другу, потому что это одна и та же миссия, которую они пытаются выполнить, которую они не могли выполнить в предыдущие сроки или в предыдущих жизнях. А теперь это наше последнее воплощение. Мы собираемся выполнить нашу миссию. да, фантастика. Абсолютно фантастика. Что касается вещей, то одна из весьма актуальных на данный момент вещей — это электромобили. Это опасная вещь. Это опять что-то, потому что они бросают в людей так много вещей, которые служат их интересам, но на самом деле могут быть весьма вредны для них. Вы знаете что-нибудь о ситуации с электромобилями? Все это часть появления автоматов или самоуправляемых автомобилей и того, как в конечном итоге они хотят заменить людей автоматами для выполнения всего физического труда. Все это, знаете ли, часть поглощения искусственного интеллекта, которая во многом связана с самоуправляемыми автомобилями. Но электромобили на самом деле являются шагом к этому. Это самоуправляемые автомобили. Настоящая это технология в парящих автомобилях. И поэтому подавляется множество компаний, у которых на самом деле есть патенты на разработку парящих автомобилей. Парящие
автомобили используют бесплатную энергию. Электромобили, вам все равно придется их заряжать. Вы все еще используете очень примитивные энергозатраты. В то время как автомобили на воздушной подушке используют энергию, которая на самом деле полезна для окружающей среды, полезна для человека. Просто так намного лучше. Это намного лучше. Поэтому я думаю, что по мере раскрытия информации все эти вещи, сгорание, электромобили будут заменены парящими автомобилями. И у каждого на Земле в четвертом измерении будет карта парения, как у джетсонов. Мы все собираемся летать на наших машинах на высоте 50-100 футов. Именно так. Это будет фантастически. Итак, с точки зрения того, что вы провели так много интервью с людьми, было ли у вас что-нибудь, что заставило бы вас усомниться в том, что мы все еще находимся на временной шкале, что все это произойдет очень скоро? Нет, потому что, согласно моим источникам, была обеспечена положительная временная шкала. Когда силы света фактически проверили Кабалу, дракона и бога искусственного интеллекта по всем вероятностям. Так что независимо от того, какая вероятность произойдет, она уже одержана в победе света. Так что нам не нужно ни о чем беспокоиться. Поскольку я говорю прямо сейчас, и как сообщил другой галактический посол по имени Виктория Рейнольдс, сейчас у нас всего 2 временные линии. Все 12 временных линий, которые сосуществовали в одно и то же время. И многое из этого связано с деятельностью ЦЕРНа, когда он находился под контролем темных шляп. Но, к счастью, теперь им завладели белые шляпы. Это свело все к 2 временным рамкам. Так что теперь мы просто выбираем либо позитивную, либо временную шкалу искусственного интеллекта. Но вы знаете, конечно, мы знаем, что это приведет к раздвоению временных рамок, которые те, кто настроен позитивно, будут исследовать и переживать в течение тысячелетия. 1000 лет рая на Земле нет. Идеально, идеально, идеально. Итак, у вас есть, очевидно, все знают, что у нас есть ваша книга, ваша фантастическая книга, которой, я знаю, вы пишете дополнительную главу. Но, пожалуйста, пойдите и приведите этих людей. Я уже примерно на полпути к этому. Я должна продолжать читать, потому что там так много информации. Это абсолютно блестяще. Ваши курсы. У вас на данный момент остались какие-нибудь пробелы в ваших курсах? Только на моем октябрьском курсе у меня осталось несколько мест. Однако он быстро заполняется. Хорошо, отлично. Фантастика. У меня действительно 10 утра по тихоокеанскому времени, так что это будет 4 часа утра в Великобритании. Да, это было бы действительно хорошо для людей вроде как в Великобритании и Европе. Так что это здорово. И все остальные ссылки всегда есть. Если вы посмотрите на стрелку вниз под их видео, то там будет все, как получить книгу Ишмаэля, его ссылки и подписаться на него в Инстаграм. Большое вам спасибо, что уделили мне время. Есть ли еще что-нибудь, о чем вы хотите сообщить людям, прежде чем мы вас отпустим? Да, сделайте все, что в ваших силах, чтобы просто оставаться сосредоточенным, оставаться внимательным, потому что очень скоро все откроется. Вы знаете, что в ближайшие несколько месяцев произойдет много странностей, потому что события ведут к кульминации. И самое главное, если бы вы могли уделять хотя бы 20 минут в день тому, чтобы просто очистить свою голову для какой-то преданности, знаете ли, высшему источнику энергии. Как бы вы это ни называли, у каждого свое объяснение Бога. Сделайте это, потому что это то, что позволит вам обрести проницательность, когда вся эта информация бомбардирует нас, потому что, кстати, это только верхушка айсберга. Да, это действительно так. Это действительно так. Большое вам спасибо. Я действительно очень ценю, знаю, как вы заняты, действительно ценю вашу честность, и я действительно ценю вашу энергию, которую вы привносите в этот разговор. Это просто замечательно, Измаил. И вы знаете, я надеюсь, что у вас достаточно поддержки вокруг вас, потому что вы очень заняты, и на вас сваливается много работы. Так что большое вам спасибо. Мы все вас ценим. Спасибо вам, Кэтрин, за то, что вы снова пригласили меня сюда. Я тоже ценю вас. Будьте осторожны, крепко обнимите эту собачку. Я так и сделаю, так и сделаю. Все в порядке. Спасибо, Измаилу. До свидания.